Здравствуйте, друзья! Это Анапа, меня зовут Александр. И сегодня у меня понедельничный эфир, в котором я рассказываю о том, что случилось в моей жизни за прошедшую неделю. Вы можете участвовать в этом эфире, задавать вопросы, может даже звонки мне совершать, кто знает мой телефон. Кто будет смотреть в записи, пожалуйста, пишите свои вопросы в комментариях. Я на все вопросы отвечаю. Итак, друзья, сегодня у меня несколько новостей. Неделя у меня получилась очень насыщенная. Начиная с самого не понедельника даже, а воскресенья. В общем, коротко, о чем сегодня будет разговор. Расскажу об уроке игры на гитаре, который я посетил. А также расскажу о посещении мной галереи, арт-галереи места сборки. О том, как я готовлюсь к съемкам художественного фильма, о книге своей, о возобновлении занятий на режиссерском курсе, о погоде и об Андрюхе. Тем временем к нам присоединился из города государственного преступника Алексей Скворцов, и еще кто-то присоединился. Сейчас он напишет, и мы узнаем, и уже первые вопросы пойдут. Значит, про гитару. Вообще гитара у меня давно. Давно, и в Чите была гитара, старенькая такая, вся растрескавшаяся. Гриф у нее там уже покосился куда-то. В общем, я его там всячески приделывал. Но при переезде в Анапу гитару пришлось оставить. Да, друзья, пишите, кстати, как качество картинки, как качество звука, потому что бывает, кто там харчит, кто бывает, что кто-то меня не дослышит, поэтому сразу сообщайте в чате. Так вот, когда переехал сюда и в Анапу из Читы, то я начал вести свой канал очень активно, и в году 15, да, в 14 мы переехали, а в 15 году я начал монетизировать свой контент. И у меня понемножечку, по капельке стали эти доллары и центы капать стали. Ну, капали они очень медленно, но я думаю, ладно, все равно вода камень точит и накапает мне сколько-нибудь. И через год, ровно через год у меня скопилось, в рублевом эквиваленте 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. В принципе, эта сумма уже была такая хорошая. Можно было что-то для канала приобрести. И первое, что я купил, это была гитара. Гитара, потом, значит, экшн-камера и еще что-то по мелочи. Это у меня, когда столько скопилось, когда у меня еще было на канале, помню, 300 подписчиков, потом 500 стало, ну и так потом стало прибавляться, и до сих пор у меня прибавляется, сейчас уже прибавляется, подходит к 14 тысячам. В последнее время у меня достаточно много. За месяц где-то 200 человек подписывается. Так что у меня был какой-то период такого застоя, когда не подписывались. Сейчас у меня много новых зрителей. И, думаю, что 14 тысяч у нас будет скоро. Так вот, гитара у меня была, у меня был период здесь в Анапе, когда я
так скажем, много уделял времени игре на гитаре. Я прямо смотрел ролики специальные, разучивал аккорды, пел, конечно. Понятно, что эфиры проводил постоянно с гитарой, разучивал новые какие-то песни, старые свои пел, потому что у меня мои стихи тоже давно положены были на ритмическую основу, как говорил Высоцкий, и вот я вот так вот напевал, тренировался. Но потом настраивал я, кстати, гитару по интернету с помощью специальной программы Tuner. А потом как-то, знаете, когда меня просили зрители что-то сыграть, я брал гитару, а она не играла. Я настраивал, а она не настраивается. И я так понял, что как-то, с гитарой у меня все. Но, тем не менее, как-то хотелось. А тут пошли по интернету, если кто вот смотрит ВКонтакте, в Одноклассниках, на других каких-то площадках, постоянно идут такая настойчивая реклама игры на барабанах и игры на гитаре. Вот. И я так подумал, интересно, какая-то такая система, как она работает, как это столько людей обучают на гитаре, причем они пишут там первый урок бесплатный. И я как-то в очередной раз увидел и позвонил. Позвонил, и мне ответили люди, но из Новороссийска. Они тоже записывали на первый бесплатный урок. Но я сказал, что все это интересно, но Новороссийск все-таки далековато. И мне ради 1,5 часов урока этого ехать туда нет резона. И вот дальше я живу себе, и вдруг звонок. Вот буквально в прошлое воскресенье. И звонят, говорят: здравствуйте, а вы записывались на бесплатный урок игры на гитаре? Я говорю: да, я записывался, но это было давно уже, и это было в Новороссийске. Они говорят: нет, мы сейчас вот в Анапе. Выяснил адрес и пошел. Об этом я, конечно, снял ролик. Это на Астраханской 75. В ролике, в общем-то, я все подробно рассказал. Мне, в общем-то, понравилось. Там, кроме меня, была мама с девочкой-подростком. Молодой человек еще был такой интересный, тоже креативный, с такой косичкой. И я. Вот, нас пригласили в зал, мы разобрали гитары. И начали там повторять за преподавателем аккорды, бой. Вот. Потом даже совместно сыграли одну мелодию из Цоя. И все. Потом, как это всегда бывает на уроках, пошла... Вот сколько я презентаций смотрел, они все строятся по одному типу. Видимо, какие-то такие западные, которые, да, мы не любим, методики. То есть они говорят количество уроков, чего мы достигнем. А там в конце вообще даже планируется концерт, где каждый ученик должен выступить с собственным номером, который он будет готовить вот к этому концерту. Потом называется сумма обучения, а обучение там 6 месяцев. А потом говорят, что сегодня как раз уникальная скидка 30%, и вы вместо такой суммы будете платить такую-то сумму. Вот. В принципе, кто пришел учиться, они, в общем-то, всегда, я думаю, если твердо хочешь чего-то добиться, то тебя как бы сумма и первоначально устраивает, а уж со скидкой тем более. Вот. Но у меня цели учиться не было. Я сразу даже по телефону говорил, что я блогер и приду просто посмотреть, мне это интересно. Я снял ролик, я об этом рассказал, и думаю, на этом моя миссия закончена. В этот же день, когда я покинул студию гитары, называется она
не... школа не гитары. Вот так вот. Как-то так, да, называется. Интересно. Там всего 3 слова, и я их вот все не помню порядок. И я вышел, значит, из этой студии, с этой школы, и думаю, а не пойти ли мне к нашим друзьям-художникам? Ну и позвонил. Позвонил, значит, Оливеру, ну, бородатому-то, этому товарищу. Он оказался как раз в мастерской, и я пошел в эту мастерскую. Мы с ним там попили чаек, там больше никого не было, там был только Владимир Парублев, художник, он как раз сидел и писал свои картины. А там 2 помещения, у Парублева мастерская и галерея у нашего бородатого товарища. Ну, посидели, поговорили об искусстве, о картинах, и он мне предложил снять ролик тоже о картинах. Я говорю, давай я, знаешь, сниму сейчас новый популярный, есть формат на YouTube, это шортсы. Вот, 15-секундные ролики, у них очень хорошие бывают просмотры, и я давай эти шортсы там пилить. Картин много, наверное, штук, 15, наверное. И я вот напилил этих шортсов, но не с первого раза, иногда делали дубли. Мне, в общем-то, это понравилось делать. Конечно, меня потом один из профессионалов, операторов раскритиковал, что я снял картины так, как никогда не надо снимать картины. Но, однако, я снял, и, в общем-то, люди смотрели, и один ролик набрал 1000 просмотров. Это, конечно, немного для шортсов, но, тем не менее, кто-то картины увидел. Что еще? Пообщались, конечно, мы с Оливером. Он сейчас, кстати, взял себе новый псевдоним, и он теперь Алексис Милашко. Я когда его представлял, на картинах, как автора, вот, и я иногда, у меня вместо Милашко, я говорю, это картина Алексиса Милашки. Он меня останавливал, говорил, нет, не Милашки, а Милашко. И я потом так вот тщательно выговаривал. О на конце. Милашко. Вот, так что давненько я там не был у художников и побывал, очень рад этому. Очень рад этому. У меня появилась идея свою картину туда унести. Там висела у них, есть такая свободная стена, и там, он говорит, висела картина какого-то анапского художника знаменитого, сейчас не буду говорить, по-моему, Дамир, художника Дамира. Вот. И потом ее сняли, он говорит, почему ее так сняли жестко, она на крючках висела, а взяли просто вот эти вот лески крепежные, просто обрезали ножом. Ну, так вот, я к этому говорю, что у меня есть же картина «Красный морж», вот такой же красный, как моя вот эта футболка. И я ее хочу заключить в раму и попросить Алексиса Милашко, чтобы он туда ее вывесил. Картина будет, конечно, смотреться там не очень, потому что, в смысле, там же у них все абстракция, а тут вот конкретный морж, да еще красный. Посмотрим. Идея интересная. Я еще, кстати, Алексису Милашко это не предлагал. Еще неделя, конечно, была посвящена подготовке к фильму, к съемкам фильма. Я делал накидку. Материал у меня уже был куплен давно. Материал такой серая рогожка. Я скроил и сшил накидку себе. Это делается очень просто. Но мне не нравилось то, что внутренняя сторона изнаночная накидки, она такая
белая. Может быть, конечно, это как бы было и интересно, но мне как-то казалось, что я вообще хотел черную рогожку. И вот я так и решил сделать. Я взял и выписал на Озоне краситель черный. Он мне пришел, и я начал красить эту рогожку. Вот выбрал тоже день. Ведро у меня есть здесь такое оцинкованное. Вот. Мы его покупали, помню, когда вода у нас, что-то с водой случилось, и вот мы с этим ведром ходили на Анапку за водой. Помню, зачерпнули воды и принесли домой рыбку. Ну, рыбка такая там у нас плавала в этом ведре. А потом, когда воду дали, и что делать? Рыбку же не будешь там в унитаз сливать, все-таки живое существо. Вот, и понесли это ведро обратно в речку. Вот, и потом вот так вылили, спасли рыбку. Так вот, в этом ведре я туда по рецепту, который, ну, вернее, по инструкции, которая написана на красителе, все сделал. Покрасил эту рогожку, прополоскал. В общем-то, получилась она неплохо. У нее внутренняя сторона даже стала чернее, чем наружная. Вот. Единственное, что немножко не прокрасилась с лицевой стороны, там какие-то такие пятна. Но я думаю, вообще, и я ее потом полоскал и сушил в машинке, и края ее, так скажем, разлохматились, и она стала такая сразу, вот такой вид приобрела, такой винтажный, интересный. Мне надо, кстати, вот ее померить и погладить, и сфотографироваться, и отправить нашему продюсеру, потому что вот поступила команда показать костюмы, в которых мы будем сниматься. Так что вот про накидку рассказал, про рогожку рассказал. Да. К кино мы еще вернемся. А сейчас я расскажу, что следующим моим таким мощнейшим, наверное, я очень много времени затратил на прошедшей неделе, это подготовка к печати моей книги. Книга проза, это сборник рассказов, новелл и плюс еще рассказы на одну букву, тавтограммы, как их по-научному называют. Вел активную переписку с издательством, ну, с менеджером, которая за мной закреплена. Отправлял туда, ну, когда там уже отправляешь окончательный вариант, потом тебе присылают опять макеты, говорят, что посмотрите макеты, посмотрите, как будет выглядеть обложка, потому что она будет на 1-2 тона темнее, чем на компьютере смотрится. Посмотрите внутренний блок, и у вас там немножечко иллюстрация не по формату, и вверху или с боков видны белые полоски, которые будут при печати тоже видны. Ну, я начал, конечно, исправлять. Начал, во-первых, всегда, когда у тебя появляется еще одна возможность пересмотреть, перечитать книгу, что-то там выявляется, какие-то косяки. Вот. Причем они, я заметил, они бросаются в глаза сразу. Вот, я редактором же работал долго, и вот сидишь, редактируешь газету, редактируешь, а потом, когда приходишь за тиражом, получать тираж уже в типографии, берешь газету, которую отпечатали, открываешь, и вот почему-то у тебя сразу, это какое-то, вот я не знаю, какая-то закономерность, что сразу взгляд падает на какое-нибудь слово с опечаткой. Вот сразу. Вот почему-то так, вот сразу. И здесь тоже так получилось, что я открыл макет, и у меня сразу раз и взгляд упал на опечатку, а потом вторую. Вот.
Я думаю, странно, думаю, может быть, это какой-то сбой. У меня однажды вот в этой программе ридера произошел сбой, и там вообще у меня весь макет, в общем, какая-то белиберда пошла, и слова все перекорежились. Я писал возмущенное письмо в издательство, но они сказали, что у них сохраняются копии, как бы хорошие, ну, постоянно автосохранение, говорят, давайте мы откатим на тот момент, где все было хорошо. Вот. Ну, в общем-то, эту проблему решили, это было вот когда я издавал очерки. А тут тоже думал, может быть, из-за этого, думаю, мало ли, бывает такое, что перекорежит, было потому что уже такое слова, ну, видимо, какой-то программный сбой, и думаю, другие слова тоже у меня перекорежились. Вот. Тогда я скопировал весь текст из Reader.ro, перевел его в Word и уже с помощью проверки орфографии проверил все-все-все. Ну, в общем-то, больше у меня таких явных искореженных слов не было, кроме вот этих двух. Кстати, я говорю, вот взгляд упал именно на них, вот по этой закономерности. И единственное, что я там сделал, это расставил точки над «ё». Вот, потому что я эту букву очень люблю, и во всех словах, где встречается «ё», я ее ставлю. Сейчас, кстати, есть какой-то закон у нас в России, и даже люди, которые пишут диссертации и всякие докторские работы, они должны ставить «ё», а не «е» оставлять, как вот раньше было, да. Не знаю, работает это, не работает, но мне, по крайней мере, это нравится, и я с удовольствием точки над «ё» расставляю. Вот, потом начал переписываться еще и еще, и вот... не то, что переписываться, да, я стал генерировать рисунки, потому что нужно было их кадрировать правильно, а где кадрировать не получалось, приходилось что-то дорисовывать с помощью нейросети. В общем, я несколько дней вот потерял на подготовке к книге, и только вчера я ее уже окончательно всю сделал. Не удалось мне только там с одним рисунком справиться. И отправил. Сегодня рабочий день, я думаю, они уже мне, вот я сегодня почту не проверял, думаю, мне сегодня напишут, что книга, они ее еще обязаны мне представить, опять же, макет, который я опять должен посмотреть и потом опять сказать, что все, я его разрешаю в печать. И мне будет отпечатано 4 экземпляра этой книги. Почему 4? Потому что у меня столько денег только было, таких свободных, чтобы отпечатать эту книгу. Я обращался ВКонтакте и к одноклассникам в группе WhatsApp. Мы очень с моим классом активно переписываемся. Туда тоже написал, но меня там обвинили, говорят, Александр, а ты не можешь одноклассникам просто подарить эту книгу, или что, у тебя все на коммерческой основе? Ну, я написал, что извините, друзья, но вот все-таки эта книга для меня дорога, для вас, может быть, она никакой художественной там и другой ценности не представляет, а я все-таки на нее положил и заплатил днями, месяцами, а может быть, годами своей жизни. А что у человека важнее жизни? Поэтому вот об этом же я написал Диме Зайцеву, моему другу в чату. И Дима, вот на него эти слова подействовали, и он мне прислал 2000 рублей вот, на экземпляр с пересылкой. Потому что чем меньше тираж, тем дороже книга. Чем больше тираж, тем дешевле книга. Но это вот закон такой издательский. Поэтому если я бы выпускал там, допустим, 1000 экземпляров этой книги, она бы мне обошлась всего по 500 рублей за один экземпляр. Но мне такой тираж не нужен. И тут мне, значит, один товарищ, у меня все равно же есть какие-то подписчики, кто следит за мной в интернете.
И мне, значит, один человек пишет, что он готов мне перечислить 11 тысяч рублей. С условием, если я ему подарю потом из напечатанного тиража один экземпляр. Я ему написал, что большое спасибо за внимание к моему творчеству, за готовность помочь, но мне такой тираж не нужен. 10 экземпляров я потом получится так, что у меня будет дома лежать 10 книг, а это достаточно такая большая, у меня и так места мало, можно сказать. Тут жена еще ворчит всегда, когда что-то домой приносишь, особенно книги, ну, в смысле, мои книги. Так-то мы покупаем даже, вот на полке тут стоят, это вот новые наши приобретения. Но мои книги она не очень-то так жалует. Считает, что это абсолютно такое праздное, бесполезное занятие. Думаю, потом я эти книги-то куда буду девать? Буду я потом ходить и предлагать, допустим, ну, своим каким-то анапским знакомым или в переписке, что купите у меня книгу, купите. Конечно, за 2000 ее никто не возьмет, а за 500 мне ее, когда у нее себестоимость, да, 2000, тоже ее как-то продавать, ну, неправильно, исходя из той, что за нее там заплачено годами моей жизнью. Частью моей жизни, так будет правильно говорить. Поэтому я им отказался, говорю, нет, не нужно. Я заказываю вот 4 экземпляра, которые я уже знаю точно, как я использую. Вот, поэтому вот с книгой я вот так вот решил. И я думаю, что, может быть, успею я ее получить. Ну, печать книги 14 дней, но уже, наверное, может быть и раньше, плюс еще пересылка. Наверное, скорее всего, книгу я получу уже после приезда из Москвы, когда приеду со съемок. Ну, вот так мы подобрались и к теме кино. Мальвина Третьякова, режиссер, которая здесь открыла курс режиссерский, режиссура и драматургия игрового кино. И результатом учебы на этом курсе будет фильм, полнометражный фильм, в котором вот я тоже задействован, и вот этот мой внешний вид, это как раз для этого фильма. Накидка, про которую я вам говорил, это тоже для этого фильма. Так, сейчас я одну секунду посмотрю, потому что я вижу, что-то никто мне ничего не пишет, и я уже волнуюсь, думаю, а вообще идет ли трансляция или нет, или я все впустую говорю. Сейчас, секунду, друзья. Так, сейчас я одну секунду. Так, все, трансляция идет нормально. Так вот, друзья мои, Мальвина Третьякова вернулась, и я уже побывал на одном из занятий. Мы занимались, ну, во-первых, конечно, было интересно. Она ездила в Москву, смотрела локации, где будут проходить съемки, беседовала с людьми, которые, ну, так скажем, с консультантами по качеству сценария. Ей рекомендовали внести некоторые изменения в сценарий. Ну, в принципе, как бы ничего не меняется. У меня роль тоже никак не меняется. У некоторых роль поменялась достаточно сильно. Ну, в плане вот их там линии поведения и даже судьбы. А у меня все стабильно. Все стабильно, моя роль останется такой, какой я ее для себя прописал. О, солнце появилось, и сразу в комнате так стало немножко светлее.
Так что Мальвина вернулась, мы обсуждали 2 дня, вот вчера и позавчера проходили репетиционные съемки, я там задействован не был. Сегодня будет вечером в 19 часов занятия, на которые я тоже пойду. И снова будут назначены съемки на дни. Ну, они уже как бы прописаны все, у нас есть план. Вот, просто нужно его время от времени смотреть. Так что работы предстоит много. 5 июля мы выезжаем в Москву всем нашим составом. Ну, то есть нас там сколько человек? Ну, человек, пусть 10 будет, да. Вот, все мы 10 человек поедем в Москву. И возвращаться будем не все, потому что у кого-то больше съемочных дней. У меня 5 съемочных дней. Вот. Ну, 5 съемочных дней это достаточно много, потому что снимаешься же целый день. Вот, поэтому это не значит, что я там мало буду. Да, в принципе, я как бы и не претендую на какие-то огромные большие роли. Вот. Но тем не менее, надо сыграть хорошо. Привет из Владивостока. Опоздал на прямой эфир. Андрей Стрельцов пишет. Ну, Андрей, очень рад, что ты пришел. Еще полчаса. Может быть, ты какие-то вопросы задаешь, а то я сегодня очень быстро, вот уже 5 у меня пункт моего плана. Остается еще 2 про погоду и про Андрюху. Вот, сейчас я заканчиваю про съемки. Про съемки, про репетиции. Вот, про съемки, про репетиции. Ну, в общем, все нормально идет с подготовкой к съемкам. Все нормально идет. Думаю, все у нас получится. О погоде. Погода дня 2 дождливая, сырая. Ну, я, конечно, никуда не хожу. На море не езжу, на море шторм, купаться запрещено. Вот смотрю, может быть, мы потом еще посмотрим живые новости. Люди лезут в море, в штормовое, конечно, это неправильно. Я всегда говорю, что не надо лезть в море, потому что не бывает таких сезонов, где бы кто-то не утонул. Вот один мальчишка утонул, хотя, ну, тоже был шторм, да, вот я вам рассказывал, 24 мая, когда выпускной был, вот 9-классник, сидели на пирсе, у него упал, обувь слетела, он туда прыгнул за обувью и, в общем, и не вышел из морской вот этой вот пучины. Поэтому берегите себя, берегите своих детей, своих близких. Вот кто на море приезжает, не надо шутить с морем. Я сам с ними не шучу. Вот. Так что идут дожди, но дождь идет, конечно, сильный, там кое-где вот по краю даже был град был крупный. А потом после обеда, вот сегодня тоже, я не знаю, ночью-то был, не было дождя, а с утра уже, вот сейчас 8:30, да, солнце он светит, я от него тут закрываюсь шторами. Не устал от бороды? После съемок сбреешь бороду? Нет, от бороды я от усов устал, потому что я же усы тоже не брею. Борода-то она вниз, как бы, и она мне не мешает. А когда спишь, даже наоборот, она же такая у меня мягкая, пружинистая, и прямо вот, ну, на ней интересно спать. А вот усы, да, усы, когда принимаешь пищу, кушаешь, усы порою, во-первых, когда кефир пьешь, порой усы туда падают в кефир, а потом с них капает на стол. Ну, в общем, есть проблемы. На стол, на бороду, приходится потом тщательно мыться. Вот, в этом есть такое неудобство от усов. Вот.
Ну, если бы мне такие усы не нужны были, я бы, конечно, их подстригал, чтобы они не лезли никуда. Вот. Ну, а так... после съемок сбреешь бороду. Да, я, может быть, даже ее сбрею еще в Москве, потому что в Москве, ну, с разрешения, конечно, режиссера и продюсера, потому что вдруг потом что-то нужно будет доснимать. Ну, если они разрешат, я, конечно, сбрею. У меня даже была идея продать ее. Ну, как-то же вот волосы берут, да, на эту, и, может, бороду тоже. Вообще хорошая борода стоит, вот, я знаю, около 20 тысяч. Ладно, это, конечно, шутка. Вот. Конечно, хотелось бы свою бороду еще где-то использовать. Съемки же в Анапе проходят. Кстати, вот... Так, сейчас. Где мой блокнот? Я уже пропустил... Я уже пропустил вторые съемки. Вот. Значит, проект Кушнир. Кушнир 8. Это я себе помечаю в блокнотик. У меня такая тут Геленджик. Роль пенсионера. Роль пенсионера. Я написал кастинг, ну, вернее, не кастинг директору, а бригадиру по массовым актерам массовых сцен, Катерина. Я ей написал, говорю, ну, послал фотографии, но меня утвердили. Но так как съемки были в Геленджике, я написал, что, к сожалению, я самостоятельно выехать в Геленджик не могу. Если будет трансфер из Анапы, то я с удовольствием. Ну, думаю, может быть, здесь еще каких-то актеров набирают, бывает. И когда несколько человек, кто-то на машине, они между собой договариваются и едут. Но Катерина написала, что извините, мы не можем вам предоставить трансфер, так как вот актерам АМС, актерам массовых сцен, ну, трансфер не оплачивается. Ну и, в общем-то, я, так скажем, немного потерял, да и не очень-то хотелось. Хотя, конечно, я говорю, что мне всегда в съемках в кино не важна роль, а важно вот опять ощутить вот эту вот тусовку. Вот эту тусовку, вот эту вот движуху, вот эту суматоху, которая вот там бывает на съемочной площадке. Посмотреть, как там снимают, какие там артисты, какой режиссер, как он себя ведет. Мне раньше это было очень важно, и я в своих книжках я это все описывал, даже если я там где-то, как мой первый проект «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна, я там вообще в кадр не попал, но у меня столько было впечатлений, что вот в моих очерках это описано очень подробно. Поэтому я пропустил 2 уже проекта. Один здесь снимался в Анапе. И просто меня тоже пригласили на 2 дня, но я потом отказался, потому что ну, съемки как бы должны были проходить на пляже. Смена 12 часов, и я думаю, одни были жаркие очень. Я думаю, не, это вот для моего здоровья, наверное, не очень будет хорошо. И я отказался от участия в съемках. Вот. Ну ничего, еще будут. Это я все про бороду отвечаю Андрею Стрельцову. Хотелось бы, конечно, этот образ где-то использовать, потому что очень часто бывают нужны актеры такого пожилого возраста, какие-то бомжи, какие-нибудь там сумасшедшие, какие-нибудь там старики. Вот. И в таком вот такой типаж, он достаточно востребованный бывает. Ну и, так как, ну и конкуренция как бы такая минимальная,
Поэтому большой шанс попасть на экран вот именно в таком виде. Поэтому бороду, конечно, жалко будет сбривать, потому что, как тут говорят люди, что самая движуха со съемками пойдет в конце лета осенью. Осенью будет очень много проектов. Вот я вам тогда зачитывал, что будут исторические фильмы, даже про 19 век что-то там будут снимать. Про Великую Отечественную войну будут снимать, вот этот вот «Бессмертный полк 2». Так что, ну, шанс есть, и, может быть, с бородой. Ну, с бородой, без бороды, в общем-то, конечно, и так можно попасть. Как нынче комка? Сильно море захватило? Море захватило, сильно говорят. Но я еще море не видел. Вот я уже сегодня 17 июня, я море не видел. Особенно его не видел вот на пляже. Здесь возле Анапки я не ходил. Ну, может быть, я и видел его вот с этого, с высокого берега. Мы как-то там с Наташей гуляли. А вот состояние пляжа я не видел. Ну, вот так вот. Живу на море, а моря не вижу. Ну, комка есть, комки говорят очень много. И Наташа мне говорит, она же в санатории работает, она говорит, да, люди вот жалуются и рассказывают об этом. Андрей Стрельцов вчера закончил с зайцем. Ну, закончил, да. Конечно, костюмчик у него все равно не получился такой, как я бы хотел. Ну, я-то хотел не то, что зайца сделать в косоворотке, а хотел просто продемонстрировать возможности программы нейросети Focus, как можно переодеть человека или там животное, которое изображено на картинке. То есть у него один костюм, а мы одеваем его в другой костюм. Вот это было важно мне показать. Ну, может быть, покажу в другой раз. Вообще, конечно, интересно. Я нейросетями пользуюсь очень часто. Вот когда я рассказывал про свою книгу, что я готовлю иллюстрации. Вот я буквально недавно сидел и с помощью вот этой нейросети Focus я дорисовывал какие-то участки картин. Иногда так достаточно что-то радикально поменялось. Все это очень интересно. Юра пишет: привет всем зрителям канала. Это мой брат. Мы с Ларисой побывали уже на море. Там шторм и свежо. Сегодня они, видимо, побывали. Успели к эфиру. Я смотрю, Лариса слушает и готовит завтрак. Лариса, привет. И приятного аппетита. Андрей Стрельцов. Александр, в проекте, в котором будешь сниматься, есть артисты, которые более-менее известны зрителям? Нет, там таких известных артистов нет. Но главные герои, это, ну, молодые люди, они москвичи, и там, ну, они играют в театре, и они знакомые Мальвины Сергеевны, и вот она их пригласила, они будут исполнять главные роли, потому что, как Мальвина говорила, что в фильме всегда важна игра главного героя, и зритель всегда следит за главным героем. И если главный герой будет, ну, с точки зрения игры, таким провальным, то и весь фильм будет провальным. А если игра главного актера будет, исполнителя главной роли будет хорошей, профессиональной, то он может спасти даже и несколько такой фильм, где другие актеры будут не очень хорошо играть. Ну, это вот такая фишка. Мы порой это не замечаем. Вот недавно мы на одном из занятий смотрели фильм. Причем мы не просто там его смотрели, а перед началом Мальвина Сергеевна сказала, говорит, вот смотрите фильм, он нам интересен с точки зрения, ну,
тематики, идеи и глубины. Но актерская игра здесь хреновая. И вы, говорит, так не делайте, пожалуйста. И вот мы смотрим этот фильм. Я смотрю во все глаза, пытаюсь увидеть, где там кто хреново играет. И не вижу. Я просто смотрю фильм, мне интересно. То, что, может быть, считается плохой игрой у критиков, мне казалось, что это особенности персонажа такие. Вот. Конечно, я потом уже понял к концу фильма, что, да, как раз главный герой там и не дотягивает. Но были эпизоды, которые я очень хорошо оценил. А другие люди, и вообще Мальвина сказала, что вот этот, допустим, эпизод, он совсем тут не нужен, он никак не двигает сюжет, не влияет на него, его вообще нужно выкинуть, я бы его выкинула, сказала она. Ну, я тогда промолчал, не стал уж свои 5 копеек вставлять. Но мне вот именно тот эпизод, про который она говорила, что она его хотела выкинуть, он мне как раз очень не понравился. То есть, видите, когда смотрим фильм, это чисто каждый субъективное мнение свое выражает. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому вот актеры, да, будут актеры, они приедут сюда, в Анапу, потому что они и здесь, и там будут сниматься. И скоро мы их увидим. Так, Андрей, с бородой ты похож на полярника Артура Челенгарова. Только он чуток лицом покрупнее. А так можешь его сыграть в фильме, если про него будут снимать. Да с бородой хоть кого можно сыграть. Хоть ученого, хоть бомжа. Мы в этот раз, вот когда я был в галерее у Оливера, у Алексиса Милашки, его псевдоним новый, так он меня когда увидел, бородатого, и Порублев, художник, меня увидел, у Порублева тоже есть бородка, но она такая маленькая, стриженная. И он, когда у меня увидел, он говорит: о, вот это да, вот это борода, с тебя можно картину писать. Вот первые его слова были. Вот. А Оливер, Алексис Милашка, даже немножко так обиделся, потому что он у нас один был такой бородатый, и все над его бородой, все его бородой восхищались, а тут я пришел такой, и тоже с бородой, и тоже такой хорошей бородой. Вот, поэтому он даже на меня так смотрел, это немножечко так с завистью, наверное. С меня всегда лайк, пишет Алексей Скворцов. Ставь. Поездка в Читу по плану? Поездка в Читу сейчас встала под вопрос. Но билеты я не сдаю. Я как не стал сдавать билеты, вот когда я Машу провожаю в Москву, и я купил билет обратный из Москвы в Анапу. А потом, когда возникла идея съездить в Читу, я купил после, значит, проводов Маши билет из Москвы в Читу, из Читы в Москву. Вот. А билеты из Москвы в Анапу я сдавать не стал. И сейчас тоже, когда, Наташа, тоже она созванивалась с родственниками, и как бы моя поездка уже не так нужна туда, в Анапу. Ну, а она касается вопросов прописки, регистрации. Я же там зарегистрирован на постоянное место жительства. Вот. Поэтому, я не сдаю эти тоже билеты. Я говорю: Наташа, я пока не буду сдавать. Еще до поездки очень долго, больше месяца. Поэтому мало ли что, вдруг я надумаю, вернее не надумаю, а опять появится такая необходимость ехать. Поэтому все меняется. Поэтому вот так. Поэтому поездка в Читу пока под вопросом. Вот, спасибо Андрею Стрельцову за вопрос.
Так, про погоду я рассказал. Погода жаркая и дожди. Ну, а Юра, он пишет, что и на море штормит. Теперь про Андрюху. Как раз 10 минут осталось про Андрюху рассказать. Андрюха доволен жизнью. Доволен жизнью. Он прошел стажировку, успешно прошел стажировку. Трудоустроился официально подписал трудовой договор, решил вопросы, как ему деньги будут, там можно и наличкой получать, можно на карту, ну, он, по-моему, на карту написал. Ездит на работу он служебным автобусом, вахтой. Причем она останавливается недалеко от его дома, очень удобно. Жильем своим он доволен, хотя я ему говорил, что, Андрей, тебе не надо было за 2 месяца сразу платить. Нет, он его обустраивает. Купил вторую швабру, ну, я вам рассказал, что он туда купил швабру, вот, и как бы ее в общее пользование. То есть он ее выставил, и все этой швабры, все на нее смотрели. А потом он мне говорит, я купил вторую швабру. Я говорю, Андрей, зачем? Ну, хочу, чтобы у меня была своя швабра. А мне кажется, что ту швабру у него просто сперли. Потому что когда все вокруг колхозное, все вокруг мое, вот, каждый считает, что это вполне, если что-то стоит, швабры не было, а тут швабра появилась, да еще новая, с автоотжимом, ну, как автоотжим, с отжимом. Вот, я думаю, у него швабру просто сперли, просто ему как-то не хочется об этом говорить. Вот, он купил вторую швабру, рассказывал мне, как он с этой шваброй заходил в магазин, а он покупает марочное пиво, безалкогольное, в специализированном магазине, который называется «Алкотека». Я в «Алкотеке» как бы, ну, это тоже сетевая система, там ходят в униформе люди, ну и сам магазин тоже такой красивый. Ну, просто здесь рядом нет, и мне как бы... А вот мы с ним заходили в эту «Алкотеку», и вот он мне рассказывает, что когда он последний раз пришел в этот магазин со шваброй, за этим пивом, он говорит, меня там так хорошо обслужили, продавцы сами принесли ему 4 бутылки, каждую бутылку, ну, для Андрея это очень было интересно видеть и ощущать, каждую бутылку, говорит, запаковали, накрыли специальной сеточкой, вот, одели в специальную сеточку, чтобы бутылка об бутылку не билась. В общем, поставили в пакет. Пакет бесплатно. Мы когда тогда были и смотрели, включили в счет пакет, даже пакет бесплатно. Поэтому Андрей вот пьет нулевочку. Сегодня он планирует идти за вторым вентилятором. Хотя мы с Наташей говорили, зачем ему несколько маленьких вентиляторов, хотя можно было купить один хороший большой. Вот. Ну, Андрей как-то вот решил обставиться маленькими вентиляторами, которые вот работают от USB. Сейчас вот я вам не буду показывать, тут мне YouTube пишет, смотрите, новинка, ведущий модератор, роль с дополнительными разрешениями. Ведущие модераторы обладают всеми правами обычных, а также могут управлять черным списком слов и изменять режимы чата во время трансляций. Вот, ну, тут есть подробности, но мы, ладно, не будем. Так, Андрюхе передавай привет. Скажи, что твои подписчики пристально следят за его судьбой, сопереживают. Вторая швабра для невесты. Ага.
за 8 часов до отправления можешь успеть сдать с полным возвратом. Нет, я уже сдавал билеты, я же одни покупал билеты, которые по ошибке купил. И они высчитывают, где-то 1000 они снимают с каждого возврата. Так, я хочу вот сейчас, Андрюха тут мне написал, и он интересные слова написал, хочу их привести. Андрей хочет еще, значит, купить себе или телевизор какой-нибудь подержанный, или планшет, чтобы удобнее смотреть на большом экране, смотреть какие-то передачи, YouTube, фильмы смотреть. Ну, все равно вот у него маленький же телефон, и на телефоне смотреть не очень удобно. И вот он пишет, Андрей тоже же такой, и вот он, смотри, пишет, хочется смотреть на большом экране. Перефразируя Пушкина, открыть пивасика нулевку и посмотреть «Женитьбу Фигаро». Так что Андрей, видите, какой он? Юморист, эрудит, но порою и ерундит. Я бы так сказал. Конечно, передам твои слова, Андрей, твоему тезке. Что можешь сказать по ситуации с твоими коллегами в Ростове? Как могло холодное оружие оказаться в тюрьме? Как вообще могло случиться, что террористы захватили заложников УФСИН? Ну, вообще я об этом думал. Дело в том, что какие-то перемены в государстве, они всегда начинаются с тюрьмы. Ну, вспомним Бастилию, вспомним 17-й год и, значит, упразднение каторги, и когда выпустили, значит, всех уголовников на свободу. И вспомним 53-й год, когда холодное лето 53-го года, когда после смерти Сталина, да, объявили амнистию, самую большую в истории. Там чуть ли не 2 миллиона было выпущено. И реформа у нас началась тоже именно с тюрьмы. Вот эта вот либерализация общества, она начиналась с тюрьмы, и я был этому свидетелем, и я был непосредственным участником и проводником этой реформы, потому что когда еще у нас, ну вот в 90-х годах, в конце 90-х годах, в общем-то, пенитенциарная система являла собой, значит, ГУЛАГ, самый настоящий. Вот. Но уже первые ростки, уже первые какие-то были такие проявления реформ, и это началось именно с уголовно-исполнительной системы. И я, когда работал в это время как раз в газете, я-то следил за этим всем, и вот этот новый уголовно-исполнительный кодекс, и минимальные стандарты международные обращения с заключенными, и вот эти вот нормативы питания, медицинского обслуживания, жилой площади на одного осужденного, все это вот было же, мы откуда брали? Мы все это брали из минимальных вот этих вот стандартов обращения с заключенными. Вот. И тогда как раз появилась вот эта норма, когда международные какие-то нормы, они были обязательны для исполнения в России, и законодательство должно было подтягиваться под международные нормы, и вот этот уголовно-исполнительный кодекс, он тоже был один из первых принят, потом трудовой кодекс принимался, еще какие-то кодексы принимались, и все это вот было именно, с этого начиналась такая либерализация, а сейчас пошел процесс абсолютно другой, и вот этот вот захват заложников я расцениваю как такой предвестник перед большими переменами вообще в нашей жизни.
в политике, в руководстве, во власти. Вот, так что посмотрим. Ну, а как могло получиться, что оружие холодное попало? Ну, кто? Сотрудники передали, я так думаю, это мое такое сугубо субъективное мнение, но основанное на моих каких-то знаниях жизни. Я тоже ведь служил, и я знаю, что я даже оперативником был какое-то время, и оперативникам очень много, ну, позволяется. Вот. То, что законы там запрещают и за что других сотрудников могут наказывать, то оперативники делают, допустим, они передают, допустим, телефон. Там говорят, что была межкамерная связь, и все там в разных корпусах друг с другом связывались. Ну, для меня это все нормально. Там, если телефонов не будет, но она будет, связь это другими осуществляться методами, да. У нас, допустим, наша вот читинская тюрьма, она, вот Андрей-то знает, он там работал, Хрущев, мой друг, она вся представляет из собой как вот термитник, который весь пронизан дырами, маленькими, большими, вверх, вниз, пол пробурен, потолки пробурены, стены пробурены, лазы существуют. Ну, сейчас не знаю, а вот когда я служил, особенно вот эти вот 90-е годы, опять же, 90-е годы, когда вот это все было, когда лазили друг другу в камеры и передавали через эти вот отверстия. Ну, стены-то старые, еще вот 250 лет ростовскому СИЗО, да, и нашему у нас 1903 года постройки, тоже уже до хрена больше 100 лет. В Чите я имею в виду. И все там дряхлое такое, поэтому все это сверлится легко, все, потому что, ну, поэтому, естественно, тут коррупция, я думаю, поэтому, ну, я думаю, мы потом узнаем об этом больше информации, получим. Ну, сейчас вот первое такое, я ничему не удивился. Вполне такое явление рядовое в этой системе. Так, ну про Андрюху что еще? Ну вот Андрюха, да, мечтает открыть пивасика бутылку, открыть пивасика нулевку и посмотреть «Женитьбу Фигаро». Вот. Так что Андрей живет нормально. Сегодня у него выходной. Я ему предлагал сегодня пойти в магазин «Светофор». Но он говорит, что самостоятельно отправится за вентилятором в Fix Price туда, где мы с ним в прошлый раз покупали в Мега Хенди для него футболку и шорты. 200 рублей он тогда отдал всего за две вещи. Так, что еще? Ну, хотелось бы уже, конечно, закончить, но я сегодня столько всего не показал. Я бы хотел посмотреть, допустим, живые новости еще. Вот, и, наверное, если вы живые новости хотите посмотреть, то давайте посмотрим вместе. Я, кстати, сегодня вообще ни почту, ничего не открывал. Сразу вот приступил к трансляции. А так, в общем-то, о своих новостях я рассказал. Так. Ну, давайте живые новости посмотрим. Так, для этого я открываю ВК. Так, а как же мне в ВК-то попасть? Кстати, еще поделюсь своей такой радостью маленькой, семейной. Маша у меня написала экзамен по русскому языку, сдала на 5.
Так. Смотрим. Утомился, прилег, уснул. Да, сейчас в Анапе, кстати, очень много алкашей всяких, которые спят на лавочках, везде, где ни попадя. Как-то такого раньше не было. Было, но сейчас это превратилось в такое массовое явление. Спят усталые игрушки. Вот. Приехали отдохнуть в станицу Благовещенскую. Всю неделю приходилось обходить с детской коляской по проезжей части дороги. Будут принимать меры? Кто их будет принимать? Кто их будет принимать? Тем более Благовещенская. Дыра дырой. Тут в Анапе-то машины все везде все заставлено машинами. Так, в Анапе построят ринг для боев без правил. Решение было принято комиссией по развитию спорта. Располагаться он будет перед входом в центральный пляж. Ограждения будут выполнены в античном исполнении, как в римском Колизее. Пол ринга будет засыпано песком для снижения травматизма. А алкоподготовка спортсменов будет проводиться в кафе «Ласковый берег». Рядом также планируется открытие отделения травматологии полиции. Редакции удалось переговорить с одним из спонсоров проекта Вячеславом Соломиным. Он сообщил следующее. Мой бухгалтер уже зашивается отправлять всю ночь по 500 рублей за драку. Это будет, наконец-то, цивилизованное решение. Ну и так далее. В общем, ну опять же связано с тем, что в центре города у нас, вот где кафе «Ласковый берег», это выход на городской пляж сразу от администрации, это самое злачное место в Анапе. И там постоянно драки, постоянно выяснение отношений, иногда до поножовщины доходит. Ну вот почему-то органы внутренних дел не могут справиться с этой ситуацией. Почему-то вот такое злачное место они не могут там обеспечить охрану правопорядка. Почему? Не знаю. Почему? Не знаю. Вот как-то странно мне. Анонимно, пожалуйста. На прошлой неделе в станице Анапской на улице Колхозной положили тротуар. Уже на следующий день, после заливки, он весь потрескался. Кое-где в местах трещин он уже начал крошиться. Положили его интересно. Квартал слева, квартал справа, потом опять слева. Люди должны бегать туда-сюда. У школы в том году уже был положен справа. Так сделай везде справа. Ну, понятно, что делают на отшибись. А это говорит о том, что власти не заботятся о здоровье и безопасности детей. Видите? Слева, справа. То есть вот человек должен как? Ребенок идет и должен как раз на перекрестке перескакивать на другой тротуар. Ну, неправильно это все. Тем более, смотрите, тут асфальта вообще нет. Хорошо, хоть такой-то положили. Вот. Но все это как-то, знаете, неправильно. Когда на пляже места закончились, видите, женщина. Это у нас центр города Анапы. Это крыша летнего кинотеатра «Победа», ну, бывшего летнего кинотеатра. Сейчас, говорят, там что-то должны другое строить. Вот. Да? Ну да. Или это летняя эстрада. Ну, не знаю. Ну, в общем, тетка лежит. Все. Пусть лежит, кому мешает. Пост благодарности людям с ограниченными возможностями здоровья, особенно понятно, насколько доступная среда может быть недоступной. Угу. Сегодня к нам пришло это очаровательное существо, красноухая черепаха.
А это разве красноухая? Ладно. Днем 14.06 произошла ситуация на 110-м автобусе с этим злосчастным водителем Вернигора. Мой ребенок ехала на ДНТ Южная, оплатила 45 рублей, просила остановить автобус на остановке, но водитель не остановил и увез ребенка до Гастагаевской, заправка Роснефть. У моего ребенка астма, представляя все документы, на жаре от стресса начался приступ астмы, слава богу, лекарство всегда с собой. Ужасно, конечно. Ужасно. Понятно, что ребенок мог сказать, а водитель мог не расслышать, но это опять же, невнимание друг к другу. Спасатель пытается отогнать народ, но кого это останавливает? Вот видите, опять вот купаются. 16 июня ГМТ, вот спасатель пытается отогнать отдыхающих, но походу это бесполезно. Все купаются, волны очень большие, очень опасно. Можно погибнуть. Будьте осторожны, лучше не купайтесь. Да. Обстановка на центральном пляже. Ну, видите, комки нету. Нету водорослей. Вот что важно. Людей ничего не страшит, опять. Улица Кати Соловьяновой терпит бедствие, мусор не вывозят неделями. В Анапу приехала выставка кошек. В Анапе открыты продажи билетов на концерт Сергея Лазарева, который пройдет уже 11 июля. Дерево, которое упало во время урагана, лежит на своем старом гнилом пне. Есть опасность упасть дальше. Ну, тут тоже фотографируются и волны. Все это, ну, люди рискуют, конечно. Недалеко от Раевской анапчанин нашел старинный перстень, возможно, царя Боспорского государства Евмала. Друзья, всех приветствую. Вот тут гуляем по полям, по лесам. Обнаружил перстень. По всей видимости, перстень самого царя Евмела, того старого доброго. Такой массивный, тяжелый. Видимо, бронза. Отдает, конечно, такой медью немножко, но не гнется. Скорее всего, бронзовый. Вот даже внизу какой-то орнамент есть. Вот такой шикарный перстенечек. Прикольно. Вот есть фотки еще, да, он тут его отмыл. Да. Хуже и хуже становится путь от Ореховой рощи до автодрома.
12-й микрорайон, куча свободных мест парковки нет, ведь надо загородить единственный тротуар. Шустрые белочки из Ореховой рощи передают вам обеденный привет. Так, ну тут тема дождя. А чё про белочек почему-то? А, вот. Обязательно надо сфотографировать. Пугающее небо Анапы. Черное небо. И кто сказал, что Анапа детский курорт? Пьянь раскидана по всему городу. Этот прямо в семейном кафе «Сицилия». Да, пьянь раскидана по всему городу. На манеже все те же вымогали зебры и другие представители мира животных уже на улице города. Да, вот этих вот в этих костюмах запретили же когда-то в прошлом году. Ну, вот опять пьянь. Анапа, город любви. Анапа, люби и мечтай. Анапа, морская фиеста. В Анапу скорей прилетай. Так, ну вот, друзья. Так, что тут еще? Давай новости. Маша молодец. Ну, спасибо. Ну что, друзья, на этом я свою трансляцию заканчиваю. Спасибо, кто был со мной сегодня. Оцените мои изменения. Вот видите, я сделал такой вот понедельничный эфир, чтобы было понятно, что это такая рубрика. Всем добра, мира, всего хорошего. Конечная заставка пошла.